На Кольском полуострове становится совсем холодно. Ночью случаются заморозки до минус 10 градусов, сменяющиеся днем оттепелью. День стремительно сокращается. Примерно через месяц наступит полярная ночь. Приближается мое любимое время года, самое суровое и самое уютное время в Арктике. Ее сущность и ее душа. Приближается зима. Если вы на канале впервые, это моя Севериата, история о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Ну а если не впервые, то добро пожаловать за полярный круг. Но пока зима не наступила, у меня есть важное дело. Нужно разделать семгу, пойманную летом в местной речке. К сожалению, поймала ее не я. Мой личный рекорд по красной рыбе пока – кунжа весом 3,5 килограмма, что из гольцов, не путать с местной северной кумжей, которая из лососей. А моя сегодняшняя красотка весит около 5-6 килограмм. На Кольском раздолье для любителей рыбалки, о чем я немного говорила в видео, которое ставлю здесь в правом верхнем уголке. В озерах много окуня, налима, сига и щуки. Причем они сильно отличаются внешним видом и размерами в зависимости от конкретного водоема. В реках – хариусы, горбуша. Но главной рыбой на Беломорье всегда была семга, которую звали здесь красавицей севера. Семга, она же атлантический лосось, обитает в Белом море и заходит в пресноводные реки Кольского полуострова на нерест, чтобы отметать икру в более безопасных местах, где меньше, чем в море, желающих ею полакомиться. Семга, бывает, мечет икру в 100 километрах от моря, если не встречает на своем пути естественных преград, к примеру, водопадов, и на всем этом пути не питается, поэтому почти полностью погибает после нереста от истощения, а мальки питаются умершими родителями. Вот такая суровая правда жизни. Молодняк семги вернется в море только через несколько лет и перемещается затем к берегам Норвегии в теплое течение Гольфстрима, чтобы вернуться снова на нерест на Кольский полуостров. Вот так сложно, опасно и не быстро растет семга. Неудивительно, что ее ловля допускается только при наличии соответствующей лицензии, которая позволяет ловить в течение всего нескольких часов и может не разрешать изъятие особи, а только поймал-отпустил. Чтобы при разделке такой ценной рыбы ничего не пропало даром, я отделяю голову, хребет и плавники. Из них потом получится отличная уха. Хвост запеку на ужин. А филе тушки буду солить. Я люблю рыбу слабой соли, и для ее приготовления беру 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара. Люблю добавить перец горошком и совсем немного лавра. На этом все. Незачем перегружать специями такую вкусноту. Тушку предварительно отделяю от хребта. Его делю на части и оставляю также для ухи. Кожи не снимаю. Беру плоскогубцы, очень женский инструмент. Вынимаю плоскогубцами косточки. Натираю смесью специй тушку, заворачиваю в пищевую пленку и ставлю в холодильник на 12 часов. Слабосоленая семга готова. Самое удивительное, что семга, пройдя сотни километров по чужим морям, при заходе на нерест каким-то образом распознает свою реку. Это явление называют хоумингом, инстинктом дома или просто дорогой домой. Семга всегда старается вернуться в ту самую реку, откуда она родом. Видимо, потому, что дом – самое безопасное место в мире. Я желаю всем нам научиться у природы, даже в самых опасных ледяных течениях, всегда находить дорогу домой.